Ваш волнистик кусается. Практически все владельцы попугаев могут столкнуться с этой проблемой. Чтобы ее устранить, нам необходимо понять причину, по которой попугай кусается. Агрессивное поведение нетипично для волнистого попугайчика. Попробуем разобраться в возможных обстоятельствах, которые вынуждают птицу кусать своего хозяина. Адаптация в новом доме – это одна из наиболее частых причин агрессивного поведения по отношению к хозяину. Зачастую новоиспеченные владельцы попугайчика неосознанно создают дополнительные стрессовые ситуации, из-за которых малыш чувствует опасность и неистово защищает себя. После того, как попугайчик попал в новый дом, его не стоит сразу пытаться приручать. Птице необходим покой. В зависимости от характера попугая, для адаптации в новой клетке и новой обстановке в комнате, ему может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Чтобы попугайчик поскорее освоился, к клетке можно подходить только для замены зерновой смеси и воды. Выпустить в первый раз птичку можно только тогда, когда она сама начнет проситься на волю. Понять это можно по ее поведению. Обычно попугайчики начинают вести себя беспокойно, пытаться ломать кормушки или жердочки, лазать по стенкам клетки. Чтобы не создавать дополнительный стресс для попугая, его нельзя брать в руки. Нельзя пытаться погладить его по спинке, как котика. Они этого не любят. Чтобы заслужить доверие и подружиться с попугаем, нельзя его принуждать к чему-либо или делать что-то против его воли. Нельзя ловить его, чтобы посадить в клетку. Частой проблемой для хозяина становится невозможность достать попугайчика со шкафа или люстры. Для того, чтобы возвращать неприрученного попугайчика в клетку, я рекомендую изготовить специальный шест Т-образной формы из 2 деревянных реек. Примерные размеры этого шеста 25 см на 1 метр. Чтобы попугайчик пересел на жердочку, поднесите ее к пузику попугая так, чтобы он перешагнул на нее, а затем перенесите его к клетке. Если не получится с первого раза, повторяйте эти действия до тех пор, пока попугай не согласится перейти с этой жердочки в клетку. Таким образом, вы снизите возможный уровень стресса до минимума, что облегчит дальнейшее приручение попугая. Если вы сравнительно недавно обзавелись новым другом, возможно, что в ходе взросления таким образом формируется психика попугая. Не нужно путать укусы волнистика с поведением других домашних питомцев, например, собак. Собака, в отличие от попугая, с помощью укусов и агрессии определяет лидерство в семье, в которой она живет. Спонтанные же укусы попугайчика не означают, что он пытается стать лидером в вашей стае. В возрасте примерно от 6 до 9 месяцев он может проявлять агрессивное поведение. В этом случае необходимо запастись терпением и переждать. Примерно через 2-3 месяца привычка кусаться пройдет. Во время спонтанных укусов хозяин должен проявлять сдержанность. Нужно иметь в виду, что укусы могут быть относительно сильными, до крови. Но на попугая нельзя кричать в такие моменты, нельзя делать резких движений и ни в коем случае нельзя бить вашего питомца. Попугая, как и ребенка, нужно учить хорошему поведению и воспитывать. Волнистики очень хорошо воспринимают интонацию в голосе хозяина, а также хорошо распознают эмоции в выражении лица. В момент укуса хозяин строгим голосом должен сказать «нельзя». Это слово должно стать своеобразной командой, по которой попугай должен понимать, что он делает что-то запрещенное. При этом не нужно улыбаться. Попугай должен понять, что его поведение вас расстраивает. В качестве наказания можно пересадить попугая в клетку на некоторое время. Но у вашего друга должна быть возможность исправить свое поведение.
Не держите его слишком долго в клетке. Через несколько минут он может забыть, по какой причине он там находится. Чтобы заслужить доверие птички и подружиться с ней, чаще предлагайте лакомства. Немного корма в руке и ласковый разговор всегда располагают птицу к дружбе и взаимопониманию. Попробуйте каждый день подкармливать птичку различными лакомствами именно из руки. Это поспособствует укреплению доверительных отношений. В качестве угощения может быть обычная зерновая смесь или же зерна чумизы. Если попугайчик поймет, что кусаться это плохо, что вы не желаете ему зла, то в скором времени он забудет об агрессии к вам и кусать будет только игрушки во время веселья. Наши питомцы, в том числе и попугайчики, проецируют на себя настроение, которое преобладает в семье. И если домочадцы часто разговаривают на повышенных тонах, слушают слишком громкую музыку, или клетка попугая или игровая площадка находится слишком близко к телевизору, то попугай может стать нервным, а свои эмоции будет выплескивать на хозяина с помощью укусов. В таком случае необходимо устранить раздражитель. Возможно, перенести клетку с попугаем в другую, более тихую комнату. Также нужно помнить, что вместе с попугайчиком не рекомендуется содержать хищных питомцев, таких как кошки или собаки. Попугай является травоядным животным и инстинктивно чувствует опасного для себя зверя поблизости, что заставляет его испытывать постоянный стресс. Собаки или кошки могут представлять для попугая реальную угрозу, поэтому лучше полностью ограничить любой контакт с хищным питомцем. Если попугайчик содержится один, то не стоит показывать ему зеркало или игрушки, имитирующие форму и окрас попугая. Волнистые попугайчики – крайне общительные животные. Им необходимо внимание практически 24 часа в сутки. Многие хозяева волнистиков подвешивают в клетку одинокого попугайчика зеркало, чтобы он не скучал. Таким образом, они оказывают своему любимчику медвежью услугу. Из-за того, что волнистые попугаи очень общительные, они воспринимают собственное отражение в зеркале как другого попугая. Они дружат с зеркалом, милуются с ним, но зеркало им не отвечает взаимностью. Отсутствие взаимных ухаживаний и почесываний может буквально свести с ума попугайчика. Его психическое состояние нарушается, что напрямую отражается и на поведении. В этом случае может возникнуть как депрессивное состояние, которое медленно, но верно приведет попугая к гибели, так и агрессия по отношению к хозяину. В ином случае, в качестве объекта для обожания и ухаживаний, попугайчик может избрать своего хозяина, в результате чего волнистик, скорее всего, начнет проявлять агрессию по отношению к остальным членам семьи или гостям. Чтобы ваш попугайчик не был несчастным в одиночестве, пока хозяин отсутствует, рекомендуется приобрести ему пару. Тогда вам не придется переживать о том, что ваш любимец может заскучать. В случае, если причины агрессивного поведения не очевидны, то выяснить их поможет ведение дневника. Записывайте обстоятельства, при которых попугай вас укусил. Со временем, сопоставив все факты, вы поймете, что именно доставляет неудобства вашему любимчику. Ведь волнистик не может сказать словами, что его не устраивает. Он может выразить свое недовольство обстановкой или вашими действиями через свое отношение к вам. Также не стоит забывать об особенностях поведения конкретного попугайчика. Волнистики являются обладателями сложных и неповторимых вариаций характера, чем и привлекают уже многие десятилетия любителей этих веселых птичек. Прислушивайтесь к своему питомцу, научитесь понимать его, и тогда он ответит вам взаимностью.